Уважаемые представители средств массовой информации, сегодня, 16 апреля, Национальный банк принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,25% с сохранением коридора плюс-минус 1%. Я напомню, до сегодняшнего дня базовая ставка составляла 9,5%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 10,25%, по операциям изъятия ликвидности 8,25%. Официальная ставка рефинансирования также снижена до уровня 9,25%. Это уже третье снижение базовой ставки в текущем году. Данное решение основывалось на среднесрочных оценках, предполагающих замедление инфляции до конца текущего и в следующем году, снижающихся инфляционных ожиданиях, а также сохранение благоприятной в целом ситуации на внешних рынках. Несмотря на наблюдавшуюся волатильность на российском фондовом и валютном рынках, на предыдущей неделе влияние фундаментальных факторов внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное. Я хотел бы подробнее остановиться на тех факторах, которые повлияли на наше решение. В марте годовой уровень инфляции составил 6,6%, сохраняется в пределах целевого коридора. Основными факторами инфляции остаются рост издержек производителей и некоторое удорожание импорта. Также в январе-феврале рост реальных денежных доходов населения перешел в положительную зону после непрерывного снижения в 2017 году. Соответственно, мы ожидаем усиления внутреннего спроса. Базовая инфляция, которая не включает волатильные компоненты, продолжает находиться ниже общей инфляции 5,9%. Это годовой показатель по итогам марта, что является подтверждением продолжающегося снижения инфляционного давления на потребительском рынке. Мы замеряем инфляционные ожидания, вы знаете, и согласно этим измерениям инфляционные ожидания населения снижаются. Оценка результатов опроса населения в марте показала снижение с начала года ожидаемой на год вперед инфляции до 5,8%. До этого цифра была 7,1%. Показатели воспринимаемой инфляции не изменились. Доля респондентов, считающих, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, в марте осталась на уровне 49%. Экономическая активность продолжает демонстрировать положительную динамику. В январе-феврале этого года краткосрочный экономический индикатор вырос на 5,2% в годовом выражении. Сохраняются положительные темпы роста в горнодобывающей, в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в торговле и транспорте. В частности, мы видим, что наблюдается увеличение добычи сырой нефти и железных руд, рост металлургии, производства продуктов питания и машиностроения. Рост инвестиций в основной капитал за 2 месяца составил более 54%. Ситуация на внешних рынках для Казахстана сохраняется благоприятной. С периода предыдущего решения по базовой ставке динамика внешних фундаментальных факторов не изменилась. С начала года цена на нефть в среднем формируется на уровне выше $65 США за баррель. Темпы инфляции в странах основных торговых партнеров оцениваются как умеренные. Национальный банк постоянно проводит мониторинг ситуации на внешних рынках и оценку ее влияния на финансовый рынок Казахстана. Наблюдавшаяся на прошлой неделе волатильность на внутреннем валютном рынке, как реакция на события в России, оценивается нами как краткосрочная и умеренная. В этой связи Национальный банк не считает необходимым ужесточение денежно-кредитных условий в ответ на ослабление курса тенге. Денежно-кредитные условия продолжают стремиться к нейтральности. Национальный банк продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий. Это позволит сохранять баланс между поддержанием ценовой стабильности и содействием в достижении потенциальных темпов экономического роста. В целом, по оценкам Национального банка, при сохранении текущей динамики макроэкономических показателей инфляция будет находиться в пределах целевого коридора, который у нас на этот год, напомню, установлен в размере от 5 до 7%. За март у нас есть предварительные данные по золотовалютным резервам. Золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 0,3% и составили 31,1 миллиардов долларов США. Валютные активы Национального фонда составили 59,3 миллиарда долларов США. Соответственно, международные резервы страны в сумме, то есть и резервы Нацбанка, и валютные активы Нацфонда достигли 90,4 миллиардов долларов США. На денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения проинфляционного давления изымается преимущественно выпуском краткосрочных нот Национального банка. По состоянию на 13 апреля чистое изъятие ликвидности, то есть открытая позиция по операциям Национального банка, составила 3 триллиона тенге. На конец 2017 года она составляла 2,4 триллиона тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении с начала года увеличились на 30% и составили 4,1 триллиона тенге. Доходность по нотам в апреле в зависимости от срочности складывалась в диапазоне от 8,45
до 8,57%. Объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямой РПО составил 113 миллиардов тенге, по операциям обратной РПО 173 миллиарда тенге, банковских депозитов в Нацбанке 156 миллиардов тенге. Ставка ТОНИ – это наш основной индикатор на рынке процентных ставок. Он в настоящее время формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. И по итогам 13 апреля ставка ТОНИ составила 8,58%. И я напомню, мы все раунды объявления базовой ставки уже опубликовали. И напомню, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 4 июня 2018 года в 17:00 по времени Астаны.